С вами доктор Кострик. Спасибо всем тем, кто находит время, интересуется, смотрит наш канал о медицине. Работаем для вас, учитываем ваши пожелания в комментариях. После просмотра видео ставьте лайки, это поможет развитию канала. Тема нашей сегодняшней встречи – смертельный праздничный сувенир. Праздники, свобода, свободная любовь, небезопасный секс с одним партнером, а может быть и с несколькими. Жизнь блаженно и неведомо, которая заканчивается, когда один из наших партнеров заболевает или проходит тест на ВИЧ. Задумывались ли вы, что сувенир из ваших праздничных приключений может повлиять на вашу жизнь? Период отпусков и летних каникул мы связываем со свободой, отдыхом, развлечениями, отсутствием жестких правил, налагаемых во время работы и учебы. Это также зачастую период праздничной любви или мимолетных сексуальных приключений. Подтверждением этому является рост числа больных, у которых диагностированы заболевания, передающимися половым путем. Масштаб этого явления, вероятно, гораздо больше, поскольку о нем чаще всего сообщают люди, у которых симптомы появляются вскоре после полового акта. Однако существенной проблемой являются те заболевания, которые в течение длительного периода времени не вызывают никаких симптомов и в конечном итоге вызывают серьезные осложнения или даже смерть. Кроме того, инфицированные люди часто не знают, что они больны и являются источником заражения для других людей. К типичным заболеваниям, передающимся половым путем, относятся гонорея, сифилис, генитальный герпес, остроконечные кандиломы, хламидийное воспаление мочеполовой системы, мягкие язвы, гепатиты В и С, СПИД. К основным симптомам, вызывающим беспокойство и являющиеся поводом обращения к доктору, относятся поражение кожи, в частности язвы в области половых органов, гнойные выделения из уретры или выделения из влагалища. Поражение кожи характерны для сифилиса в первой стадии заболевания, герпеса, остроконечных кандилом и мягких язв. Из вышеперечисленных заболеваний наименее часто наблюдаемой болезнью является мягкая язва или шанкр, так как она характерна для тропических стран, но она может стать сувениром из поездки в Африку. Сифилис или мягкий шанкр. Следует также помнить, что изменения могут появляться и в других местах помимо половых органов, например, во рту в результате орального секса, что может быть поводом преуменьшить значение серьезного заболевания. Примером может служить заражение бледной спирохетой, вызывающей сифилис. Первичное поражение в виде одиночной язвы в полости рта похоже на афтозную язву, которую можно не заметить и плохо лечить. Последствия нелеченного сифилиса очень серьезны. Генерализованная инфекция поражает многие органы, в том числе центральную нервную систему, что может привести к инвалидности и смерти. Появление язв как на половых органах, так и в полости рта в течение 2-3 недель после полового акта должно вызвать беспокойство, особенно если оно сопровождается увеличением лимфатических узлов, например, паховых, подчелюстных или шейных. Помните, что сифилис полностью излечим, если его обнаружить на ранней стадии. Гонорея и хламидиоз. К заболеваниям, основными симптомами которых являются гнойные выделения из уретры или выделения из влагалища, относятся гонорея и хламидийное урогенитальное воспаление. Мужчины чаще всего обращаются к доктору при развернутом заболевании, поскольку у большинства женщин как гонорея, так и инфекция, вызванная хламидией, трихоматис, протекает бессимптомно,
но в конечном итоге, если их не лечить, это может привести к серьезным осложнениям. Проблема бессимптомных инфекций особенно видна при негонококковом уретрите, вызванном бактериями Chlamydia trachomatis. По данным ВООЗ, ежегодно по всей Европе регистрируется около 5,5 миллионов случаев заражения. Эти бактерии характеризуются специфическими особенностями. К ним относятся так называемые внутриклеточные паразиты. То есть для того, чтобы они размножались, они должны проникнуть внутрь наших клеток, например, эпителия, выстилающего мочевыводящие пути. Эта особенность позволяет бактериям избегать распознавания нашей иммунной системой, что приводит к отсутствию симптомов инфекции. Бессимптомный период может длиться месяцы или даже годы. Основной путь проникновения бактерий – половой контакт. К основным факторам риска заражения относятся возраст до 25 лет. Новый сексуальный партнер или более одного партнера за последние годы. Использование оральных контрацептивов, не использование презервативов, клинические симптомы инфекции. У женщин примерно 80% случаев протекает бессимптомно. Беспокоит боль внизу живота, гнойные выделения из влагалища, кровотечение после полового акта или между месячными, слизисто-гнойное воспаление шейки матки. У мужчин отсутствие симптомов примерно в 10% случаев, подтекание из уретры, болезненное мочеиспускание, также возможны ректальная инфекция и инфекция горла, особенно они протекают бессимптомно. Нелеченные инфекции приводят к таким серьезным поражениям, как воспалительные заболевания органов малого таза, хронические боли внизу живота, воспаление яичек и придатков яичек, поражение маточных труб, бесплодие, риск внематочной беременности, реактивный артрит, так называемый синдром Рейтера, острое воспалительное заболевание суставов, в результате которого отмечают поражение мочеполовых органов у мужчин. При заражении беременной женщины новорожденный ребенок может заразиться во время родов, что может вызвать пневмонию, конъюнктивит у ребенка. Важным элементом снижения риска осложнений является быстрая диагностика и начало лечения. Диагностика инфекций, вызванных Chlamydia trachomatis, специфична. Эти бактерии не выявляются при рутинных бактериологических исследованиях мочи, мазков из уретры и влагалища. Для диагностики инфекции следует провести тесты, нацеленные на этот тип бактерий. Основным материалом для исследования служат мазки из уретры и мазок из цервикального канала, собранные на специальных средах. Лучшим надежным методом диагностики является культура на клеточных линиях или генетические методы. Как моча, так и серологическая диагностика, измерение антител сыворотки крови не подходят для диагностики хламидийной инфекции. Отрицательный результат по этим материалам не означает, что человек не заражен. Лечение хламидийной инфекции предполагает назначение антибиотиков из группы макролидов, например, азитромицин, или из группы тетрациклинов, к примеру, доксициклин. Очень важно лечить обоих половых партнеров, что должно быть основным принципом лечения при заболеваниях, передающихся половым путем. Смертельные заболевания. СПИД и вирусные гепатиты. В последней группе заболеваний, передающихся половым путем, относятся заболевания, не вызывающие симптомов в половой сфере, внимание, но приводящие к инфицированию других органов или систем. Кроме того, для них характерен длительный бессимптомный период. В большинстве случаев после многих лет заболевания они приводят, к сожалению, к летальному исходу.
В группе этого вида заболеваний можно выделить вирус гепатита В, гепатит С и синдром приобретенного иммунодефицита СПИД. ВИЧ-инфекция по-прежнему остается самой серьезной проблемой во всем мире. Несмотря на динамично развивающееся исследование этого вируса и внедрение новейших лекарств, ВИЧ-инфекция приводит к неизлечимому, смертельному заболеванию. Много случаев заражения вследствие употребления наркотиков. Однако в мире насчитывается около 33 миллионов человек, инфицированных ВИЧ, по данным ВООЗ. Вирус иммунодефицита человека был впервые выявлен в 1983 году американскими и французскими исследователями. В настоящее время существуют два типа вирусов – ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Встречаются преимущественно в Западной Африке, которые приводят к развитию СПИДа, разрушая иммунную систему. Основная проблема – это высокая изменчивость вируса из-за постоянных мутаций в инфицированных клетках, что является основным таким препятствием для создания вакцины и является причиной возникновения лекарственной устойчивости вируса. Напоминаю, что ВИЧ-инфекция может произойти через половой акт с инфицированным человеком, через внутривенное введение наркотиков с помощью оборудования, которым пользовался уже инфицированный человек, через процедуры, проводимые нестерильным оборудованием, но только медицинским, но также может быть и оборудование косметическое, то есть татуировки, пирсинг, контакт с кровью инфицированных людей, например, переливание крови донора, находящегося в серологическом окне, трансплантация тканей или органов от инфицированных людей, экстракорпоральное оплодотворение спермой инфицированного мужчины, передача вируса от матери к плоду. Следует помнить, что ВИЧ невозможно заразиться при повседневном контакте с инфицированными людьми, например, при нахождении в одной комнате, совместном использовании туалета, кашле или насморке, а также нужно напомнить, что насекомые не являются переносчиками ВИЧ. Естественное течение ВИЧ-инфекции включает следующие стадии. ВИЧ-инфекция, инкубационный период в среднем 3-6 недель, острый ретровирусный синдром, это первичная ВИЧ-инфекция, встречается примерно у 50-80% инфицированных. Ведущим симптомом является лихорадка, обычно не превышающая 38,9 градусов Цельсия. Дополнительно может появляться чувство усталости, увеличение лимфатических узлов, сыпь, фарингит, мышечные суставные боли, симптомы, схожие с гриппом. Клинические симптомы острой инфекции исчезают полностью. Хроническая бессимптомная инфекция – это когда у пациента нет клинических симптомов, связанных с инфекцией. Этот период длится от нескольких месяцев до нескольких лет. Симптоматическая ВИЧ-инфекция – это наиболее частая симптоматика, и это генерализирующее увеличение лимфатических узлов, общая слабость, ночная потливость, рецидивирующий микоз области рта, опоясывающий лишай, СПИД, запущенная стадия инфекции в среднем через 7-11 лет после заражения. Для него характерны тяжелые инфекции, вызванные микроорганизмами, непатогенными для здоровых людей. К характерным заболеваниям этого периода относятся токсоплазмоз центральной нервной системы, тяжелая рецидивирующая пневмония, хроническая водянистая диарея, генерализированные грибковые инфекции, туберкулез, генерализированные инфекции, вызванные цитомегаловирусом, саркома Капоши, редкий рак. Вирус саркомы Капоши передается во время полового контакта со слюной и через кровь. В группе риска люди с ВИЧ. Деменция.
В среднем смерть наступает через 1-2 года после начала этой стадии. Рутинная диагностика ВИЧ-инфекции включает проведение серологических скрининговых тестов для выявления специфических антител против ВИЧ, направленных против вирусных антигенов. Одной из проблем диагностики ВИЧ-инфекции является существование так называемого серологического окна, то есть отсутствие антител в сыворотке, несмотря на инфекцию. Этот период длится от 6 до 12 недель с момента заражения. В настоящее время в скрининговых тестах все чаще используются методы, выявляющие как антитела, так и антигены вируса, что позволяет раньше выявить инфекцию. Любой положительный результат скрининга должен быть подкреплен точными, подтверждающими тестами, прежде чем будет подтверждена ВИЧ-инфекция. Человек, желающий пройти тестирование на ВИЧ, имеет право пройти тестирование анонимно. Лечение ВИЧ-инфицированных предполагает использование антиретровирусных препаратов в различных комбинациях. Применяемая терапия позволяет продлить период бессимптомного течения ВИЧ-инфекции. Для эффективности такого лечения требуется крайняя скрупулезность в приеме не менее 3 препаратов, соблюдение временных интервалов между отдельными приемами препарата и соблюдение рекомендаций по питанию. К сожалению, имеющиеся в настоящее время препараты не выводят ВИЧ из организма, а лишь замедляют процесс размножения вируса. Поэтому, начав терапию, ее следует продолжать до конца жизни пациента. Дополнительной проблемой антиретровирусной терапии являются серьезные побочные эффекты, которые усиливаются с увеличением продолжительности периода терапии и появлением лекарственно устойчивых мутаций вируса. Подводя итог, с грустью приходится констатировать, что уровень осведомленности о рисках заболеваний, передающихся половым путем, особенно среди молодых людей, начинающих половую жизнь, очень низок. Страх перед ВИЧ не так велик, как в начале эпидемии. Следует помнить, что сифилис или гонорея не являются болезнями средневековья и эффективных лекарств от вируса ВИЧ не существует. Поэтому во избежание заболеваний, передающихся половым путем, применяются принципы так называемой безопасный секс, отношения с одним партнером, использование презервативов, осознанный сексуальный контакт и так далее. Надеюсь, информация была полезна для вас. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. А я с вами не прощаюсь. До новых встреч.